Привет всем, друзья! Сегодня мы вновь обратимся к пророчествам преподобного старца Серафима Вырицкого, иеросхимонаха Русской Православной Церкви, канонизированного в 2000 году. Старец Серафима в миру Василий Николаевич Муравьев почитается сегодня как один из великих прозорливых старцев, чудотворцев и праведников. На сегодняшний день его мощи хранятся под землей в часовне преподобного Серафима Вырицкого, рядом с храмом в честь Казанской иконы Божией Матери в Вырице. Прозорливый старец, помимо молитвенного подвига и постов, знаменит своим великим подвигом столпничества. Это непрерывная молитва на камне, в любую погоду, невзирая ни на какие внешние обстоятельства. Великий и тяжелый подвиг, символизирующий победу силы духа над телесной оболочкой человека. Символ жертвы во имя единения со Святым Духом. Для Серафима Вырицкого совершать этот подвиг было особенно трудной задачей. Он был очень слаб физически. Ревматизм и постоянные боли и ломота во всем теле преследовали старца на протяжении без малого 30 лет. С 1935 года целых 10 лет и ночью и днем часами преподобный Серафим Вырицкий стоял на камне и молился. В годы войны, несмотря на нестерпимые боли, он просил о спасении России от врагов. По 12 часов подряд перед иконой святого Серафима Саровского, прикрепленной к яблоне. В один из таких дней Серафиму Вырицкому открылось его первое видение. О святом подвижнике и его чудесах уже много сказано и написано, а сегодня этот ролик посвящен актуальным пророчествам Серафима Вырицкого о России и мире, которые невозможно обойти стороной в связи со сложившейся ситуацией в мире. Кто бы мог подумать, что благословенный старец еще более века назад предвидел события, которые начнут совершаться сразу и десятилетиями позже его собственной смерти. Батюшка Серафим отошел к Господу в 1949 году в возрасте 82 лет. Все, что обрел за долгие годы жизни в миру, он пожертвовал на нужды обители. Это был действительно щедрый дар, так как до времен служения преподобный был успешным торговцем и заработал большие по меркам тех времен деньги. На сегодня известно множество предсказаний старца, описанных в книге «Пророчество преподобного Серафима Вырицкого», что издал русский писатель и публицист Валерий Филимонов. Старец Серафим точно знал даты смерти всех, кто его окружал, знал судьбы поселков, городов и стран. Каждого человека он видел насквозь, ведь сам обладал кристально чистой душой. От общего пророчества Серафима Вырицкого на начало 21 века мы плавно перейдем к событиям текущим и ближайшим переменам в истории, поведением православного старца. Главное, что следует отметить, это не похожие на другие пророчества о России. Мы привыкли слышать, что русских ждет великое будущее, а Россия станет самой богатой и успешной державой в мире. К сожалению, видения преподобного старца, что касается России, далеко не так безоблачные. Начнем с общего положения дел в мире. Старец говорил, что в начале 21 века будет твориться такое на земле, чего не было даже в годы кровавых гонений, когда казалось, что люди перейдут любые грани, лишь бы искоренить любовь к молитвам и церкви. Тогда вокруг творилось физическое и духовное беззаконие, разорялись обители, людей унижали и подвергали физической расправе, только за то, что они и дальше поддерживали церковь. Монах Серафим Вырицкий говорил, что те времена не идут ни в какое сравнение с будущим, то есть уже с нашим настоящим, а именно 21 век, царство злодеяний и лжи, где будут погибать не только тела, но и души. Во все века бывали нелегкие годы, так чем же 21 настолько суров, что о нем говорили все прозорливые православные старцы, как о самом тяжелом в истории. Послушайте слова святого Серафима. «Деньги и прелести мира отвратят людей от Бога, погибнет куда больше душ. С одной стороны воздвигнут золотые кресты и купола, а с другой настанет царство лжи и зла. Спастись можно будет только скорбями и болезнями. Страшно будет дожить до этих времен. Я, слава Богу, не доживу. Для кого-то страшны войны и катаклизмы, а кто-то боится духовного опустошения, когда жизнь во лжи и беззакониях кажется самой тяжелой ношей. И можно было бы подумать, что старец Серафим имел в виду именно это, что честным, чистым людям в 21 веке будет сложно и тяжко во времена бездуховности и лжи.
Но есть и другие предсказания старца, которые говорят о том, что не только духовные, но и физические лишения придется испытать тем, кому суждено быть нашими современниками. Давайте об этом и о том, что ждет Россию в предсказанную многими эпоху духовного величия и расцвета. Слова старца. Придет время духовного расцвета в России. Тогда откроются многие храмы и монастыри. Иноверцы будут к нам приезжать креститься. Но это ненадолго, лет на 15. Потом придет Антихрист. Когда Восток наберет силу, все станет неустойчивым. Наступит время, когда Россию станут раздирать на части. Сначала ее поделят, а потом начнут выносить богатство. Запад будет всячески способствовать разрушению России и отдаст до времени восточную ее часть Китаю. Дальний Восток будут прибирать к рукам японцы, а Сибирь – китайцы, которые станут переселяться в Россию, жениться на русских и в конце концов хитростью и коварством возьмут территорию Сибири до Урала. Получается, это предсказание касается времен уже после некоего глобального события, что люди ожидают вот-вот. Времен, когда Россия укрепит свои позиции в качестве мирового лидера, и именно тогда хитрость захватчиков даст о себе знать. Получается, величие и богатство России станет приманкой для желающих воспользоваться ее богатствами. Когда же Китай пожелает пойти дальше, Запад воспротивится и не позволит. Многие страны ополчатся на Россию, но она выстоит, утратив большую часть своих земель. Эта война, о которой повествует Священное Писание и говорят пророки, станет причиной объединения человечества. Иерусалим станет столицей Израиля, а со временем он должен стать столицей мира. Люди поймут, что невозможно так жить дальше, иначе все живое погибнет. Люди выберут единое правительство. Это будет преддверие воцарения Антихриста. Потом начнутся гонения на христиан. Но с чего же начнутся тяжелые времена на планете? Когда ждать начала до предсказанных событий? И тут мы встречаем предсказания о множестве людей, что будут уходить из своих городов и стран, о тех людях, что бросят свои дома, оставят родину в поисках лучшей и безопасной жизни. Сначала они захотят поменять страну, потом поймут, что только в глуши, в отдалении от городов есть спасение. Тогда из городов люди потянутся в самую глушь. Читаем слова преподобного старца Серафима Вырицкого. Когда будут вглубь России уходить эшелоны из городов, надо спешить попасть в число первых, так как многие из тех, кто останутся, погибнут. Наступает царство лжи и зла, будет тяжело, гонения будут принимать самый изощренный, непредсказуемый характер. Сегодня мы видим первые предпосылки гуманитарной катастрофы, что разворачивается на границе Беларуси и Польши. И это только видимая часть происходящего. Если прибавить к несчастным мигрантам других, уже стихийных беженцев, которые лишились всего из-за резко изменившихся погодных условий, уровня воды, последствий вулканов и цунами, становится понятным, что пророчество Серафима Вырицкого начинает сбываться. Кто бы мог подумать, что в 21 веке недостаток воды и еды, отсутствие жилья побудит людей к решительным действиям, но эти времена наступили. Стало быть, уход людей в глубинку будет спровоцирован отсутствием другой возможности нормальной жизни. Видим, беженцев в развитых странах никто не ждет. Им остается лишь вернуться обратно или начать жить с нуля там, где никто это не сможет запретить. При нынешних условиях жизни можно прогнозировать, что количество мигрантов будет увеличиваться, и даже русские жизни в городах предпочтут глубинку, где можно вести натуральное хозяйство, жить обособленно и в гармонии с природой. Что бы ни происходило дальше, святой Серафим рассказал о спасении душ во времена прихода вселенского зла. Что бы ни случилось с вами, только Бога никогда не забывайте. И вот, как следует понимать эти слова. Присутствие святого в душе человека не даст возможности злу взять обладание над ним и погубить его. Корабль не тонет, если он на воде, и только если вода в нем, он может оказаться на дне. Так и человек, вокруг которого зло и беззаконие, будет защищен от этого, если внутри его будет смирение и частица Святого Духа. А вы что думаете о предсказаниях святого старца Серафима Вырицкого? Неужели наше время и есть точка отсчета до великих предсказанных событий в России и в мире? Давайте обсудим в комментариях и не забудьте поставить лайк, если это видео было для вас интересным. Подписывайтесь и переходите на наш официальный сайт.
где без рекламы. Читайте статьи о будущем и смотрите подборку интересных видеороликов о том, что нас ждет. Спасибо за внимание. До новых встреч!